Думаю, ни для кого не секрет, что PowerCreep нередкое дело в гача-играх. Для тех, кто не знает, PowerCreep — это явление, при котором новый контент в игре становится более сильным, а соответственно и более желанным, чем старый. Сейчас мало кто захочет использовать условно шеф Рёшу в блит-пачку, когда у нее есть более сильный аналог в виде Энкорп Рёшу. Однако в Лимбусе появилось явление, при котором даже айдишки с самого релиза игры становятся незаменимыми членами пачки, а именно тройные статусы. Официально история тройных статусов началась с этого видео англоговорящего ютубера Мид, в котором он рассказал о довольно специфичной команде — Синкинг, Тремор, Патроны. Хоть патроны и нельзя назвать статусным эффектом в привычном понимании, смысл этой команды в том, что Синкинг и Тремор в связке работают идеально, поскольку оба эффекта имеют много эго-гифтов, понижающих возможность эффективно клашаться противникам. Патроны же здесь из-за эго-гифта Деспирадо, который считает все айдишки в команде и при сумме из 8 плюс айдишек с патронами дает одноименный эффект и дамажит одного случайного противника на количество стаков Деспирадо на всех айдишках, умноженное на 3 колющего урона, а также повторяет этот эффект количество айдишек с патронами минус 1 раз. Однако полноценная команда с тройными статусными эффектами появилась после выхода Альбины Фауст и Калиста Хонглу — Charge, Bleed, Rapture. Казалось бы, как нам вместе склеить все эти айдишки, ведь у нас нет ни одной айдишки, которая одновременно имеет и Charge, и Bleed, и Rapture. Или есть. Эркорп Хитклифф. Айдишка, которая вышла с самого релиза игры, которая как раз таки имеет все эти три статусных эффекта, склеивая всю нашу команду воедино. Большое количество урона от Блида и Рапчера отлично дополняет Charge пачку, у которой кроме физического урона не имеется ничего. В связи с выходом Ара и Рёшу мы получили новую пачку с тройными статусными эффектами — Poise, Bleed, Burn. Однако не только Ара и Рёшу имела все эти три статусных эффекта. До нее была Пикот Измаил, которая тоже считается Poise, Bleed, Burn юнитом. Вместе они закрывают в общей сумме целых 6 статусных слотов, по 2 в каждый статус, что дает более широкий спектр айдишек, которые можно взять. По моему мнению, на данный момент это лучшая команда из тройных статусов из-за ее большого количества урона, а также гифтов, которые позволяют разогнать этот урон еще сильнее. Теперь давайте разберем плюсы и минусы данных команд. И сразу хочется выделить минусы. Первое. Хоть это и очевидно, но я не могу это не выделить. Команды не работают за пределами Mirror Dungeon. Второе. Специфичность сборок команд. Все эти команды требуют строго определенные айдишки с крайне малым количеством альтернативных юнитов. Оба этих минуса создают третий минус. Эти команды не подходят новичкам. Им просто невыгодно собирать их и не имеют какого-либо смысла. Теперь расскажу про плюсы. Первый плюс. Все эти команды получают бафы сразу от 3 типов эго-гифтов, из-за чего вы получаете больше уникальных бонусов от этих гифтов, что выливается во второй плюс. Этими командами намного легче закрывать высокие этажи Mirror Dungeon, нежели обычными статусными командами. Играя за Tremor Sinking Патроны, я дошел до 13 этажа Mirror Dungeon, даже не осознавая, что все это время у меня не было Clear Mirror Calm Water, который при полной прокачке дает 15 offense левела и является одним из важнейших гифтов для прохождения высоких этажей. Третий плюс. Все эти команды дарят старым айдишкам новую жизнь. Не знаю как вы, но мне очень нравится, когда старые айдишки получают возможность снова играться за счет тех или иных обстоятельств, от чего я решил это записать в плюс. Теперь хотелось бы рассказать свои мысли насчет будущего Mirror Dungeon. Сразу хочу вставить дисклеймер, что все, что дальше будет сказано в видео, является бредом сумасшедшего, и воспринимать это всерьез не стоит. С учетом того, что Limbus не стоит на месте, мне кажется, с появлением большего количества команд с тройными статусами мы получим новые усложнения для Mirror Dungeon. Возможно, добавят даже 20 этаж, как в 6 сезоне когда-то добавили 15, когда в новом Mirror Dungeon вернули Starlight и можно было взять за него всю звездную благодать, так еще и улучшить ее за дополнительную плату, отчего 10 этаж Mirror Dungeon, который когда-то считался испытанием для опытных игроков, знающих каждый эго-гифт и как их правильно собирать, чтобы наносить по лимбиллиону урона, стал чем-то, что можно пройти винрейтом. Что можно будет добавить в 20 этаж, у меня, конечно, представления нет, но я уверен, что великий, невероятный и богоподобный Ким Джи Хун что-нибудь допридумает. Также с учетом того, как много выходит айдишек с двойными статусами, скорее всего, можно будет скоро собирать команды из двойных статусов за пределами Mirror Dungeon. Чего стоит только новый эго на Мерсо, который делает из Кима Мерсо полноценную Bleed Poise айдишку, так еще и новый Измаил, тоже Bleed Poise. Ролик вышел довольно коротким для 3 недель ожидания, однако у меня для этого есть оправдание.
Дедлок на неделю минимум отложил выход ролика. Как-то так. Следующий ролик будет про блит-пачку. Надеюсь, моя лень не настигнет меня опять и не задержит выход ролика на 2 недели. Спасибо всем за просмотр, всем удачи.